Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. Я Борис Марсенкевич, всем добрый день. Начались поставки ключевых элементов для реактора Брест-ОД-300. Борис Леонидович, пожалуйста, напомните, что это за основные элементы, что это за Брест-300 такой, что в нем делает свинец и почему он ОД? Опытно-демонстрационный, потому что он первый такой. На самом деле речь надо вести не о реакторе Брест-300, а о проекте «Прорыв», поскольку на площадке в Северске строится не атомная электростанция четвертого поколения, а, так скажем, атомный комплекс четвертого поколения. Реакторы четвертого поколения в соответствии с тем, как их градацию проводит МАГАТЭ, а также Всемирная ассоциация операторов атомных электростанций, это наши реакторы на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем в составе Белоярской атомной электростанции. Они именно атомные электростанции четвертого поколения. Такой тонкий нюанс. Работают эти реакторы в составе БН-300 в обычном режиме. Топливо в свое время в активной зоне отработало, в бассейне выдержки вылежалось свои 5 лет, после чего в специальных транспортно-упаковочных комплектах их перевозят на производственное объединение «Маяк», где предстоит переработка, фабрикация нового топлива и так далее. Атомная электростанция отдельно, переработка облученного топлива, изготовление нового топлива отдельно. В случае Северска это действительно комплекс, потому что здесь, после того, как ядерное топливо свое отработает, в бассейне полежит, тут же, не сходя с площадки, безо всякой транспортировки, здесь же строится, уже построен, начали именно с него, комплекс по переработке топлива и по производству нового топлива. Без всякой транспортировки. И отдельная история, что уже проверено специалистами Росатома, можно ли будет справляться с тем, что наиболее ядовито в атомной энергетике, с теми самыми минорными актинидами. К младшим актиноидам или к минорным актинидам относят высокоактивные вещества, у которых период полураспада насчитывает сотни тысяч лет. Это основная проблема для атомной энергетики, потому что пока технических вариантов решения, что с ними делать, кроме того, как строить геологические захоронения, не придумано. Геологическое захоронение некий склад, который должен гарантировать то, что эти высокоактивные отходы не попадут ни в природу, ни человек не сможет к ним добраться. Почему геологическое? Потому что, позволю себе напомнить, этот объект должен работать 300 тысяч лет. Это действительно ближе к геологии, чем к чему бы то ни было еще. Понятно, что это дорого, что это очень сложно, что это требует совершенно определенных геологических условий. Единственная страна, которая сумела реализовать вот такой проект, это Финляндия, это Скандинавия, это гранитные грунты, это глубина более 500 метров, это более чем десятилетнее исследование на тему, что за эти 30 тысяч лет может произойти. Не пройдет ли какой-то сдвиг платформ, не вырастет ли сейсмоопасность и так далее, и так далее. У нас такой проект тоже имеется неподалеку от Железногорска, в Красноярском крае. Есть тоже вот там сейчас заканчивается строительство подземной лаборатории, которая будет работать на глубине 300 метров. То есть не загрузка топлива, а сначала исследовать все геологические характеристики. Не произойдет ли так, что через 100 тысяч лет туда прорвутся какие-нибудь грунтовые воды? Это просто для примера. Понятно, что это очень сложно, очень дорого, и торопиться ни в коем случае нельзя. Проверка произошла в ФИИ, в Обнинске, в физико-энергетическом институте, где есть соответствующие сборки, полностью моделирующие реактор Брест-ОД-300, Брест-300. Проверили, можно ли минорные актиниды размещать в активной зоне с тем, чтобы прошли ядерная трансмутация, которая приводит к образованию тоже радиоактивных отходов, но с гораздо меньшим периодом полураспада, который насчитывает уже не сотни тысяч лет, а просто сотни лет. Согласитесь, что с инженерной точки зрения организовать хранение на протяжении сотен лет это возможно, это мы умеем. На протяжении сотен тысяч лет, ну, во-первых, никто не делал, во-вторых, дождаться результатов
Ну, мы с вами точно не сможем. Я, к примеру, не собираюсь жить 30 тысяч лет, чтобы узнать, все ли в порядке в Финляндии. Здесь выяснено, что да, эта операция возможна. Она возможна и на реакторах с быстрыми нейтронами с натриевым теплоносителем. И это гарантия того, что новые объемы минорных аксинидов нарабатываться больше не будут. Их не будут уничтожать, взрывать, закапывать. Их будут превращать в менее ядовитые вещества, которые можно действительно обеспечить достойный срок хранения. Такого нет на этой планете. Мы надеемся, что в 2028 году работа комплекса по подготовке топлива начнется с того, что будет приготовлено топливо для первой загрузки без дополнительной радиоактивности. Это тоже происходит на месте. И после того, как реактор начнет свою работу, начнется подготовка к предстоящей переработке топлива. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. С тем, чтобы действительно вот такое безотходное производство, без транспорта, нет необходимости транспортировать облученное ядерное топливо, это в любом случае высокоактивный груз на какие-то специализированные предприятия. Вот то, для чего, собственно говоря, был создан Брест. Это первый комплекс, который позволяет не заниматься транспортировкой, который позволяет решить все проблемы изготовления топлива ядерного на месте, непосредственно на площадке, совмещенной с атомной электростанцией, переработать облученное топливо и подготовить к, ну так скажем, переработке тех самых минорных актинидов. Если все это будет реализовано, мы действительно получим тот вариант, который можно строить более активно. Надо отдать должное, что проект БР-1200 уже в работе. Росатом готовится к переходу с реактора Брест-300, 300 это электрическая мощность, сразу на реактор мощностью 1200 мегаватт. Разработчики уверены в том, что это получится, потому что подготовка более чем тщательная. Участвуют, по-моему, все дивизионы Росатома, которые только у него имеются. Почему в качестве площадки выбран именно Северск? Ну, во-первых, это закрытый город, где во все времена жили атомные специалисты, они точно не боятся никаких нововведений, новых проектов. Напомню, что Северск это был один из центров наработки оружейного плутония, оружейного урана. Специалисты более чем высококвалифицированные, и то, что они задействованы в этом проекте, ну, на мой взгляд, просто замечательно. Кроме того, начинается замыкание ядерного топливного цикла еще и по объединенному урану. Напомню, что для реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем будет использоваться СНУП топливо, смешанное нитридное уран-плутониевое. Нитрид более плотен, соответственно, в том же объеме будет большее количество урана, соответственно, будет продолжительнее топливная сессия, топливо будет дольше находиться в активной зоне. Но для изготовления такого топлива необходим объединенный уран, которого в Северске более чем достаточно. Тем более, что именно там впервые появилась установка по переводу объединенного гексафторида в объединенный оксид. Напомню, что для того, чтобы обогатить уран по содержанию делящегося изотопа уран-235, сначала проходит химическая операция, конверсия урана, так называемая. С месторождения уран поступает в виде оксидов. Нужен именно фторид. Соединение с фторидом, гексафторид на один атом урана 6 атомов фтора, это единственное соединение, которое при нагреве проскакивает жидкую фазу. Если мы решим растопить лед, то сначала мы получим воду, будем нагревать дальше, получим пар. Для того, чтобы заниматься обогащением, нужен газ. Жидкой фазы просто нет. При нагреве до 57,8 градусов Цельсия гексафторид урана сразу переходит в газовую фазу. После того, как из него извлекли весь возможный с технической точки зрения 235 уран, отходы остаются. Это не радиоактивное. Напомню, что в природной руде содержится 0,71% урана-235
После того, как он прошел через наши обогатительные мощности, в нем остается 0,1. Радиоактивность ниже, чем в природной руде. Хранить его совершенно безопасно, но вызывает, разумеется, опасения химические. Фтор не самый приятный газ, известно, как он воздействует на человека и на природную среду, поэтому понадобились установки. Да, первые были импортные, французские, объединенный гексафторид превращали снова в оксид. Это удобно, потому что по планам Росатома рано или поздно этот объединенный уран, неважно в каком химическом соединении, будет задействован для производства топлива для реакторов на быстрых нейтронах. Сейчас мы эти установки делаем уже самостоятельно в силу известных обстоятельств. После февраля 2022 года сотрудничество в этом направлении прекращено. Это никого не испугало, Росатому понадобилось не так много времени, чтобы свои установки делать. В данном случае в Северске из гексафторида будут делать оксиды, из оксидов будут делать нитриды. Все на месте, все под руками, с минимумом каких бы то ни было логистических расходов. Да, Северск не самый маленький город, но все-таки транспортировать ядерное топливо через полстраны или в пределах одного города, ну, почувствуйте разницу. Свинец нужен для того, чтобы обеспечивать естественную безопасность, в том случае, если мы попробуем смоделировать аварию, подобную Фукусимской. Там, если помните, проблема началась с того, что перестали работать все насосы в силу того, что и внешнее энергообеспечение прекратилось, и одной волной накрыли все дизельные генераторы. Японские атомные деломастера действительно поставили 4 генератора, как предписывало МАГАТЭ, в одно помещение, которое, собственно, одной волной цунами и залило. Дальше пошел перегрев топлива, вплоть до расплавления. Что произойдет в том случае, если пропадет электропитание для свинцового бассейна? Свинец застынет. На этом все закончится. Что такое свинец и радиоактивность, надеюсь, никому объяснять не надо. В том случае, если случится действительно какая-то запроектная авария, полное обесточивание, мы получим порядка 600 тонн свинца, внутри которого находится активная зона. Никакой радиоактивной безопасности мы уже не наблюдаем. Просто по естественным причинам. Свинец застыл. Вот такой подход. При этом свинец не замедляет нейтроны, позволяет работать со смешанным уран-плутониевым топливом, что, собственно говоря, и требовалось доказать. У нас теперь два направления в быстрых реакторах. Натриевые. Натрий – это легкий металл, и свинец – это тяжелый металл. Какое из них получит большее распространение, ну, посмотрим. Росатом никуда не торопится, он намерен посмотреть, как будет работать реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем мощностью 1200 мегаватт, и такой же, но со свинцовым теплоносителем, тоже мощностью 1200 мегаватт. В атомной энергетике закон номер 0, даже не один, это обеспечить безопасность, вот будут перепроверять, будут делать выбор, а может быть совместят. По плану реактор ОД-300 должен начать работать в 2028 году. Если это состоится, можно считать, что технически замыкание ядерного топливного цикла завершено. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на наш телеграм Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, что мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо. До новых встреч. Если тема, связанная с проектом «Прорыв», показалась интересной, пишите в комментариях, с удовольствием продолжу. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным, поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в
в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.